Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Снимаю сегодня видео, как вы поняли, по хвостушку. Мне пришла долгожданная посылочка от Милы. Долгожданная, пришло все быстро. Мил, привет тебе и спасибо огромное. Долгожданная в том плане, что я очень долго думала, нужна мне Колдарева или не нужна. Я очень давно хотела ее. В хотелках еще осталось несколько раскрасок от Колдаревой. Но вот на первые пару книг я все-таки решилась. Я уже не стала вам коробку сюда тащить, упаковку от раскрасочек, чтобы сильно не шуметь. Не все это любят, я знаю. В общем, я уже открыла. Все пришло вот так вот замечательно, вот так миленько. Всегда все упаковано у Милы. Ну и давайте смотреть, что я заказала. Как я уже сказала, давно я хотела. Все как-то, знаете, думала, надо, не надо, буду я красить такой формат, не буду. Но так, сейчас мы попробуем это все хозяйство открыть без потерь. Но, как вы уже заметили, я начала красить портреты. Ну и, понятное дело, мне стало все больше интереснее красить такой формат раскрасок, именно портреты, люди, девушки, лица, волосы, в общем, все. Все. И я давно хотела, тем более Колдареву. И решилась все-таки взять. Думаю, ну а почему нет? Сколько можно мечтать? Все было замечательно упаковано, ничего не пострадало, за что огромное спасибо Миле. Ну и давайте смотреть. Как всегда, пришла вот такая вот закладочка милейшая от Милы. У меня уже прям целая коллекция этих закладок. Мил, спасибо огромное за подарочек. Очень здорово. Ну и сами раскраски. Первую заказала это амарантин. Давно на нее смотрела. Очень она мне нравилась. Много, конечно, есть таких моментов, которые немножко пугают. Допустим, опять же, вот опять лошади, опять птицы, перья. Но я не унываю, я учусь. И даже если что-то не получится, то считаю, что это не сильно пока критично. Здесь вот вообще прямо шерсть и перья. И такой прям выйти из зоны комфорта будет очень даже интересно. Очень интересные такие иллюстрации. Не знаю, мне понравилось именно амарантин. А здесь вот еще вот такие вот темнокожие девушки, что тоже здорово. Поэкспериментировать, попробовать раскрасить в таком формате. Буду красить, буду пробовать. Посмотрите, какая прелесть. Здесь вот она, наверное, тоже темнокожая должна быть. Вот дракончики. Так что я обязательно буду учиться, пробовать. Мне нравится. Вообще она такая классная. Слушайте, она и так была красивая. Вот эту видела в раскрашенном видео. Девчонок очень красивая иллюстрация. И, понятное дело, мне тоже захотелось. Ну, почему нет? Пора учиться красить и такой формат. Смотрите, какая прелесть. Очень красивые иллюстрации. Интересные. Так что, ну, это, наверное, что-то как китаяночка, какая-то кореяночка, не знаю. В общем, классно. Буду с удовольствием красить. Сбылась мечта. Осталось всего пару раскрасок от Колдаревой приобрести, которые тоже уже давно в хотелках, в мечталках. В общем, да, еще хотелось бы все-таки с обложки. Хотелось бы еще с русалками. Вот такая вот красота у меня теперь. Ну и вторая, как вы поняли, из раскрасочек. Вторая это уже новая ее, последняя раскраска. Blackbird Song. Вот такая вот шикарная, с птичкой, с вороном, я так понимаю, от Анастасии. Ну и давайте смотреть. Вау. С таким вот шикарным календариком на следующий год.
Классно. Спасибо, Анастасия. Будем пользоваться с огромным удовольствием. Ну и давайте полистаем, потому что все раскраски, как вы понимаете, на пружине, стандартного формата, как всегда. Последняя страничка такая вот картон. Видимо, можно с собой где-то брать или на колени раскрашивать. Ну, я этого не делаю, поэтому. Ну и давайте полистаем. Очень нравятся мне эти иллюстрации здесь тоже в последней. Здесь вот есть с гранатом. Есть вот такая вот. Опять же, не знаю, не уверена, но тоже, видимо, темнокожая девушка, судя по дредам. Вот такой вот парень. Просто красиво вообще. Шикарно. Вот такая вот есть красотень. Вот, наверное, опять же, ну здесь, наверное, по большей части темнокожие иллюстрация. Будут именно темнокожие, прошу прощения, девушки. Парни, девушки. Вот такая вот, это, наверное, индейцы. Вот такая вот красота с совушкой. Анастасия любит, помимо дракончиков, сов, я так понимаю. Постоянно у нее вот эти вот совушки. Но здесь тоже вроде как больше похоже, судя по форме губ и так далее. Наверное, все-таки темнокожая девушка. Очень много их здесь, я так понимаю. Вот мне очень нравится тоже. Шикарная иллюстрация. И вот опять. Посмотрите, какая прелесть. Здесь, видимо, упор на более темнокожих девчонок. Что тоже очень здорово. Вот такая вот красивая. Посмотрите, какая прелесть. Здесь уже, наверное, что-то Китай, Корея или что-то в этом роде девушка. Ага, здесь тоже. Посмотрите, какая прелесть. Правда, с кимоно у меня не сложилось. Очень, очень боюсь таких моментов. С кимоно у меня пока не складывается особо. Вот такая прелесть здесь, посмотрите. А можно на День влюбленных прям здорово раскрасить. Вот. Очень красивые иллюстрации. Я прям довольна. Довольна, не поверите как. Сбылась мечта идиота. Вот. Я все не могла никак одну приобрести. Все думала в раздумьях. Как-то, знаете, делала ставку больше. Выбирала из других каких-то. Думаю, да, лучше возьму другую. Точно раскрашу. Но в этот раз четко решила взять. Ну и так как не могла определиться, они обе мне нравятся. В общем-то, мне все ее раскраски нравятся. Но вот эти преобладают. Вот такая вот красавица. Вот, посмотрите, какая шикарная иллюстрация. Вот опять же темнокожая девочка с попугаем. Очень красиво. И здесь я уже смотрю, в основном они, ну, не в круге, уже прям на всю страницу такие. Очень красиво. Просто шикарная иллюстрация. Вот такая вот с милахой. Посмотрите, какая прелесть. Может, кто-то не видел. Сразу с вами полистаем. Я боюсь просто, чтоб видно вам было. Не засвечивала. Что-то не пойму, что в последнее время с камерой. Муж вроде как пытался наладить. Вот такая вот красота. Посмотрите. Шикарно. Просто. Вот, очень красиво. Вот такая вот кошечка. Мечта прям этой кошки. Но у меня собаки, поэтому не могу сейчас себе позволить кошку. Ну, собаки уже достаточно давно живут, и поэтому кошка может просто
Ну, кошка и привыкнет, может, к собакам, а вот собаки уже навряд ли. Вот такая вот прелесть. Посмотрите, как здорово. Просто шикарно. Ну и последняя. Вот такая вот замечательная новогодняя, я бы сказала, иллюстрация. Классно. Я довольна. Шикарная раскрасочка. Так, ну это издержки новой раскраски Дракула. Вот такие замечательные у меня появились две раскраски. С огромным удовольствием буду раскрашивать. С одной стороны, вроде как, знаете, расстроила, что нету в самой раскраске этой иллюстрации, но с другой стороны, я пока сильно не расстраиваюсь, потому что и перья, и одежда, как я уже говорила, мне это не очень удается, поэтому проще что-то такое раскрасить, чем одежду. Вот как-то с одеждой мне не сложилось, поэтому, наверное, такие вот иллюстрации мне будут проще красить. Вот такие две замечательные раскраски у меня появились. Теперь буду с удовольствием раскрашивать. Спасибо Миле, что отправила. Все быстро, очень быстро все пришло. Буквально 4 дня, по-моему, все шло. Больше там другие были проблемки с отправкой. Спасибо Анастасии за замечательные раскраски, за календарик. Миле за закладку. В общем, вся в подарках, вся в эмоциях. Буду теперь красить. Вам спасибо, что были со мной, что посмотрели. Если, ну, в общем-то, я полистала, вам показала в общей сложности. Я Марантин, по-моему, тоже все уже видели. Поэтому не думаю, что есть такой прям смысл обзор на них снимать. Но если интересно, пишите, то мы отдельно, все равно в отдельном формате, в отдельном видео с вами поснимаем обзор на одну или вторую раскрасочку. Вот такая у меня сегодня замечательная похвастушка. Спасибо, что были со мной, что посмотрели, порадовались вместе со мной. Пишите комментарии, подписывайтесь. Кому понравилось, ставьте лайки. Ну и в следующем месяце будем раскрашивать. Всем хорошего настроения. Пока-пока.